День ВСУ. Морские дроны нацелились на объекты РФ в Крыму. В Москве озвучили новые требования Киеву и обратились к Зеленскому, а в РФ не утихает скандал между Кадыровым и силовиками Путина. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Минск встречает гостей из Москвы. О чем собираются договориться Путин и Лукашенко в Беларуси? Аресты силовиков и увольнения в окружении президента Узбекистана. Кто и почему начал так называемые чистки? Украина проводит переговоры с США, а Москва выдвигает новые требования. Чего на этот раз хочет Россия от Зеленского? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Украина совершила попытку атаки российских военных объектов в акватории Черного моря. Утром 6 декабря, в День вооруженных сил Украины, неспокойно было в Керченском проливе, сообщали мониторинговые каналы. В частности, по данным телеграм-канала «Крымский ветер», который освещает события, связанные с оккупированным полуостровом, взрывы прозвучали в районе судостроительного завода «Залив». Россияне с моря, с воздуха и с берега пытались уничтожить морские дроны. Рядом с Керченским мостом работает мощный источник РЭБ. Данные системы АИС искажены. Местоположение судов определяется якобы на суше, причем они собираются в характерный хоровод. В российском Минобороны подтверждают то, что Украина атаковала РФ не только с моря, но и с воздуха. Но сообщения ведомства Белоусова однотипные. Там, как всегда, уверяют, что абсолютно все цели были уничтожены. Это и беспилотники в небе, и в том числе якобы 2 украинских безэкипажных катера ВСУ. В РФ не утихает скандал, вспыхнувший между Кадыровым и российскими силовиками. Глава Чечни словесно набросился на главу Следственного комитета РФ Бастрыкина и министра внутренних дел Колокольцева. Кадыров считает, что эти двое, далее цитата, «сидят не на своих местах, не выезжают в регионы и беспредельничают». Пацаны. Я вас говорю! Поводом для такой войны Кадырова с силовиками стали события, которые сейчас вы видите на экране. Это видео опубликовал Следком РФ. Согласно правилам YouTube, мы не можем показать эти сцены полностью, но видео без размытой картинки вы можете найти в нашем Телеграме. На кадрах подросток из Чечни и его компания из еще 4 юношей избивает случайных прохожих. Так развлекались. В Следственном комитете РФ утверждают, что собрали достаточно доказательств преступления, а поэтому один из подозреваемых, чеченский подросток Муслим Мурдиев, и находится под стражей. Ломай! Кадырову не нравится, что полиция расследует дела против чеченцев и мигрантов-мусульман, пишет Радио Свобода. В то же время российским депутатам не нравится поведение Кадырова. Народные избранники из Краснодара заявили, что Кадыров должен извиниться, ведь не его это дело указывать силовикам на их место. А что вы думаете о таком поведении Кадырова и его требованиях, а также о попытках отбелить тех, кого подозревают в избиении невинных? Подписчики из России, поделитесь своим мнением в комментариях. В Узбекистане проходят массовые аресты силовиков под прицельным вниманием и окружение президента. Известно о задержании бывшего первого заместителя начальника ГУВД Ташкента Даниора Ташхаджаева и бывшего начальника одного из управлений Госслужбы безопасности президента Шухрата Расулова. Еще десятки сотрудников этой же службы были уволены, пишет узбекская служба Радио Свобода Азадлик. И Ташхаджаев и Расулов могут быть причастны к делу о покушении на бывшего чиновника администрации президента Узбекистана. Генеральная прокуратура умалчивает об арестах Ташходжаева и Расулова. При этом источники также сообщают об увольнении десятка сотрудников службы государственной безопасности СГБ Узбекистана по делу о покушении на Аламджонова, которые тесно сотрудничали с офисом. Кто из них привлечен к следствию, пока неизвестно. Напомню, что 26 октября, за день до парламентских выборов в Узбекистане, неизвестные стреляли в машину Камила Аламжонова, бывшего замглавы администрации президента Узбекистана, который отвечал за информационную политику.
Украинская делегация, которая на этой неделе начала переговоры с представителями Трампа, осталась довольна визитом в США. Об этом пишут одновременно несколько западных медиа. Политика, в частности, сообщает, что глава украинского офиса президента Андрей Ермак встретился с избранным вице-президентом Джей Ди Венсом, известным скептиком в вопросах, которые касаются американской помощи Украине. Встреча была запланирована как ознакомительная для обеих сторон, чтобы наладить личные отношения перед вступлением Трампа в должность в январе, а встреча с Уолцем и Уэнсом была длительной и содержательной, отметил один из источников, и украинская сторона осталась довольна ее результатами. CNN также пишет об успешном визите для украинской делегации и уточняет, с чем представители Киева приехали на переговоры с командой Трампа. Более чем часовая встреча, состоявшаяся в Вашингтоне, в первую очередь была посвящена оценке ситуации на поле боя, которую представили украинцы, включая текущее положение дел и их прогнозы на момент вступления команды Трампа в должность. Украинцы в общих чертах обрисовали свою стратегию обороны, но не стали вдаваться в подробности. Уолтс и Венс в основном занимали выжидательную позицию и слушали, сообщил источник. Тем временем нынешний советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты накроют Украину лавиной военной помощи до прихода Трампа в Белый дом. Уже к середине января Украине поставят сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни бронемашин, уточняет детали The Guardian. Тем временем спикер Палаты представителей Соединенных Штатов, республиканец Майк Джонсон, раскритиковал администрацию Байдена. По его словам, демократы тратят очень много денег из американского бюджета и делают это безрассудно. Мы крайне разочарованы тем, что, по нашему мнению, делает администрация Байдена в данный момент. А именно, как вы сказали, разбрасывает деньги. Как сказал кто-то на скрытой камере в одном из клипов, который я видел, кто-то из администрации, ответственный за распространение средств, сказал: «Это как будто мы сбрасываем золотые слитки с Титаника под конец. Мы берем управление в свои руки в январе. А до тех пор у руля будут демократы, и, по нашему мнению, они тратят деньги безрассудно». Ввод в Украину миротворческих войск обсуждается в Европе. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос о возможном участии военнослужащих его страны в миротворческой миссии в Украине после окончания войны остается открытым. Мы готовимся, прорабатываем сценарии, но делаем это конфиденциально. В данный момент есть много «если» и «в случае». Если будет достигнут мир, и если затем кто-либо, кто бы это ни был, предложит миротворческие меры с использованием военных средств, то это будет зависеть от характера мандата, его объема, требований, а также от согласия ныне воюющих сторон. Лавров выдвинул целый ряд условий для завершения войны против Украины. Конечно же, глава российского МИДа говорит об условиях, которые должен выполнить Киев, но никак не Москва. Это, как всегда, территориальные уступки, отказ Украины от НАТО и соблюдение прав русскоговорящих и так далее. В интервью Такеру Карлсону Лавров вновь заявил, что Россия не начинала войну, а так называемая СВО была задумана якобы как операция по завершению войны. Да и вообще, уверяет Лавров, Россия не ставит перед собой цель истребить украинский народ, так как украинцы – братья и сестры для русского народа. Это была цитата. Также Лавров считает, что Зеленский должен публично дать сигнал Москве о готовности к переговорам. В сентябре 2022 года, в первый год специальной операции, Зеленский, будучи убежденным, что он сможет диктовать условия ситуации, в том числе Западу, подписал указ, запрещающий любые переговоры с правительством Путина. Когда на публичных мероприятиях после этого Путина спрашивали, почему Россия не готова к переговорам, он отвечал: «Не переворачивайте все с ног на голову. Мы готовы к переговорам, если они будут основаны на балансе интересов». Но Зеленский подписал указ, запрещающий переговоры. И для начала, почему бы ему не отменить этот указ публично? Это бы стало сигналом, что он хочет переговоров. Вместо этого Зеленский изобрел свою формулу мира, которая позже была преобразована в план победы. Напомню, что Зеленский неоднократно говорил о готовности к завершению войны и диалогу, учитывая территориальную целостность и суверенитет Украины. К тому же говорил, что Путин
Путин может закончить эту войну достаточно быстро. Достаточно вывести российские войска с украинской территории. Что думаете об этом интервью Лаврова и всех его заявлениях? Лукашенко встретился с Путиным на так называемом заседании Высшего Госсовета Союзного государства. В декабре исполняется 25 лет договору, который в свое время подписали Ельцин и Лукашенко. Сейчас же в Минск прибыла и свита Путина: Песков, Мишустин, Матвиенко. Все собираются говорить о совместном будущем Беларуси и России. Отмечу, что Путин и Лукашенко неоднократно нарочито акцентировали внимание на том, что такое сближение ничем не грозит Беларуси, и якобы речь не идет о поглощении республики Россией. О событиях в Минске и целях так называемого союзного государства мы поговорили с представителем демократических сил Беларуси, старшим советником Светланы Тихановской Франаком Вечоркой. Конечно, союзное государство — такое монструозное образование, целью которого есть именно поглощение. Интеграция они называют, под видом, под вот этим зонтиком союзного государства они объединяют экономику, военную, политическую сферу, и Беларусь просто становится российской колонией. Они используют вытаскивают союзное государство из ящика только когда им это очень нужно, когда, например, надо объяснить там нахождение российских войск на белорусской территории, или атаковать Украину, или поглотить там какие-то сферы экономики. У Лукашенко особенно здесь нету выбора, да, он уже полностью зависим от Путина, является марионеткой Путина, ну и ему остается только молиться, чтобы Путин Лукашенко поддерживал. Ну, в целом, как бы и Путину выгодно иметь Лукашенко, это дешево, доступно, это не такой инструмент для контроля над Беларусью, он рассматривает Лукашенко как и издержки, расходы на Беларусь, как расходы на войну, намного дешевле, чем на Украину, чтобы контролировать Беларусь полностью. Ну и этот визит, это такой визит фиксации российского контроля над Беларусью. Ну и то, что они будут подписывать на этой встрече сегодня, скорее всего, это будет такое документирование российского контроля над нашей страной. Мощное землетрясение магнитудой 7 и серия авторшоков во всех смыслах потрясло США. Подземные толчки были зафиксированы в Тихом океане у берегов Калифорнии, буквально в 100 километрах от города Ферндейл. После землетрясения Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о цунами, которое могло бы накрыть значительную часть побережья, затронув при этом более 5 миллионов человек. Однако цунами не произошло, а предупреждение было отменено. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.